Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно в этом видео я буду приветствовать раков, тех, кто родился под этим знаком зодиака. Мы сделаем прогноз на май для них именно. У нас будет одна позиция абсолютно для всех, кто родился под знаком зодиака рака. Выбирать ничего не нужно будет, просто устраивайтесь поудобнее. И давайте мы рассмотрим общую атмосферу мая, сферу работы, финансов, личная жизнь и совет предостережения. Итак, уважаемые раки и все, кто интересуется их жизнью, давайте посмотрим, каким будет май для раков. Каким будет май? Прекрасным, замечательным, наполненным движениями вперед. Стремление вперед к реализации намеченных целей. Это могут быть путешествия, это могут быть какие-то новые возможности и реализация намеченных планов, которые уже были в вашей голове, которые вы уже себе вот как-то выстраивали. Максимум общения с друзьями, максимум атмосферы, которая заставляет вас расслабиться. Причем, вы знаете, здесь два таких чудесных, прекрасных состояния. Первое – это состояние наполненности, когда вы воодушевлены, когда вы под вдохновением движетесь вперед. И второе состояние, когда вы просто вот на релаксе, вы не напрягаетесь, двигаясь вперед, вы делаете это все в потоке, вы делаете это все с удовольствием. Карта сердца, ребенок, собака говорит о том, что вас окружают те люди, которые на самом деле являются вашими друзьями. Те, кто вам доверяет и кому можете доверять вы. И вам это очень нравится, вам очень нравится такое состояние, вы наивный и искренний, как ребенок. Теперь давайте посмотрим, что будет в сфере работы у уважаемых раков в мае. В сфере работы, вот знаете, в работе как-то вам не особо до работы, хотя такие моменты, которые требуют, знаете, вот особо кропотливого подхода, потому что будет какая-то ситуация, когда ваша позиция будет не совсем стабильной. Вот двойка пентаклей – это символ некой такой двойственности, символ неопределенности. Где-то будут упущенные возможности. Знаете, вот пятерка пентаклей – это как символ неких потерь, упущенных шансов, упущенных возможностей. Это та работа, за которую вы не получили оплату, за которую вы не получили вознаграждение, либо какой-то там проект, договор не получилось реализовать. Тем не менее, здесь, знаете, нужно просто более старательно, более детально подойти к тому, чем вы занимаетесь. Вы все-таки при работе, вы при своем основном деле. Да, какие-то моменты, они, знаете, вот проходят мимо, но, судя по всему, данная ситуация, она нужна для вас. Причем эта ситуация нужна вам в первую очередь для того, чтобы вы сделали какие-то выводы. Также она нужна для того, чтобы, вот знаете, королева мечей, как правило, это начальница-руководительница, женская фигура, которая должна посмотреть на вас максимально объективно, со всех сторон, со всех ракурсов, чтобы она увидела вас в таком состоянии, когда у вас что-то отобрали, да, грубо говоря, да, вы чего-то лишились, и как вы умеете выходить из этой ситуации. Тем не менее, я не могу сказать, вот судя по сигнификаторам, данная ситуация, она вас не подкосит, она как-то весьма легко у вас пройдет, легко сложится. Давайте посмотрим немножечко подробнее, потому что такая история, я бы сказала, прям незаурядная. Да, восьмерка чаш, это, знаете, как вот уход от того, что вам было дорого, уход от того, на что вы делали ставки. Это может быть какое-то партнерство, которое подошло к концу. Это могут быть какие-то проекты, от которых приходится отказаться. Действительно, будут страхи, переживания, но для вас эта ситуация, она максимально благоприятно обернется. Да? Говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. На самом деле, те возможности, которые вы упустите в сфере работы,
они не большой потерей являются. Они действительно нужны вам для того, вот эти потери, чтобы принести что-то большее, освободить место для чего-то более такого значимого для вас. Что касается финансов, давайте посмотрим. Десятка мечей. Ну, судя по всему, здесь очень такая... Да, смотрите, десятка мечей — это как завершение, закрытие какого-то источника доходов. Причем здесь будут переживания на этот счет, но... Опять же, вот тот опыт, который вы получите в связи с утратой какой-то возможности, в связи с утратой какого-то источника доходов, да, с какими-то там потерями, это будет вашим таким неотъемлемым, необходимым опытом. Но благодаря этому опыту у вас появляются, открываются возможности, которые вы уже не упустите, вы уже будете более осмотрительны. С финансами, да, здесь будут небольшие такие финансовые потери, но это скорее, знаете, упущенные какие-то шансы, закрытие каких-то источников доходов. Но, повторюсь, здесь нет худа без добра. Здесь вот эти истории, они действительно вас чему-то учат, дают вам неоценимый опыт, да, переживания, опыт, некую временную такую нестабильность, но в дальнейшем вот весь этот опыт, все эти знания, все эти навыки, они позволяют вам создать ту комфортную материальную обстановку, которая позволит вам расслабиться. Создать такие источники доходов, которые вам будут бесконечно приносить вот именно материальное благополучие. И благодаря тому, что вот один источник дохода закрылся, да, вы попереживали, вы поогорчались, у вас открылись новые возможности, которые вы уже не упустите. И вот эти новые возможности, они приносят вам то, о чем вы просто даже, вот знаете, ну да, вы могли об этом мечтать. Здесь изначально вы окрыленные, идете вот на этих наполненных парусах. И действительно, какие-то вот моменты, которые изначально казались вам отрицательными, негативными, они станут самыми главными вашими помощниками. Поэтому в сфере финансов все наладится. Здесь, знаете, такие не самые простые ситуации, но, повторюсь, вы проживете их в мае легко и вынесете такие уроки, которые пойдут вам максимально на пользу. Теперь давайте посмотрим сферу личной жизни у уважаемых раков. Что же будет? Карта страшный суд. Итак, в первую очередь нужно отметить, что новых людей в вашей жизни я не вижу в мае. Новые жизни, новые люди в вашей жизни, новые знакомства не появятся. Все происходит с теми, кого вы знаете. И здесь очень такая серьезная ситуация. У кого-то здесь отыграется прям разговор о серьезных отношениях, законных, да, когда вот именно формат официального брака, официальных отношений, страшный суд, карта силы, справедливость. Это какие-то моменты, когда нужно принимать значимые решения о заключении брака, о расторжении брака. Но здесь расторжения брака не будет. Здесь карта силы говорит о том, что вы устоите перед всеми сложностями, и маг на обороте — это символ того, что вы будете делать так, как вам нужно, вы будете делать так, как вы хотите. Вот именно в сфере личной жизни прям вот все держите в своих руках. Хотите — идете вперед, хотите — останавливаетесь. И вот эти важные моменты, связанные, как я уже сказала, заключение, расторжение брака, рождение детей, переезды, да, смена места жительства, они будут очень актуальны. Да, нужно будет, знаете, вот держать ситуацию в руках, сильные чувства, сильные эмоции. Порой будет казаться, что вам не хватает друг друга. У кого-то здесь могут отыгрываться, знаете, командировки, когда вы находитесь на расстоянии, потому что страшный суд, справедливость — это такие официальные моменты, значимые, которые становятся либо вот переломными, да, вот такими рубежными, либо же несут вам какие-то определенные уроки, испытания, которые вы должны пройти. Тем не менее, здесь вся ситуация в ваших руках. Что вы хотите делать, то делать и будете. Чувства есть. Единственный момент, когда вам друг друга будет не хватать, мало вот этого такого тактильного общения, мало близкого общения,
когда вы можете в полной мере друг другом насладиться, потому что все ваши силы, все ваши ресурсы уходят в основном на построение и на реализацию определенных каких-то планов, целей и задач. Но опять же, вы движетесь вперед, все это на благо вам, на благо вашей семье, вашей жизни, вашим отношениям. Рядом люди, которые являются вашими настоящими друзьями, которые готовы помочь, и вам вся эта ситуация нравится так или иначе. Даже вот эти вот сложные моменты, да, которые будут и тревогу вызывать порой, и будут заставлять где-то вот переживать, все равно это все будет вас наполнять, воодушевлять, вдохновлять, а не изматывать. И это огромный плюс. Давайте теперь посмотрим, какой же у вас совет, к чему стремиться, уважаемые раки, в мае. К чему стремиться? Король Пентаклей. В первую очередь это стабильность. Это мужчина, который вам может дать стабильность. И здесь важно на самом деле уметь защищать, отстаивать свои интересы. Порой даже нужно суметь, знаете, вот десятка жезлов, где-то проявить напористость, где-то оказать давление. Вот этот король Пентаклей – это символ вашей такой стабильной позиции, когда вы не отказываетесь от своих намерений, от своих каких-то слов, от своих целей и так далее, когда вы умеете защитить свои интересы. Также король Пентаклей указывает на мужчину. Это муж, это отец, это брат. Это ваш постоянный спутник, это у кого-то начальник, который может вам как раз-таки помочь в реализации тех планов, целей и задач, которые вы себе ставите. А чего остерегаться? Закрытости. Не закрывайтесь, не становитесь на паузу, не бойтесь каких-то вот этих вот моментов, когда что-то начинает идти не по плану. И вы знаете, стоит остерегаться конфликтов. Да, где-то порой нужно будет отстоять свои интересы, это будет касаться сферы работы, финансов. Но ни в коем случае не нужно доводить до состояния войны, не нужно доводить до состояния конфликта. Важно суметь, как я уже сказала, придерживаться своей вот четкой, стабильной позиции. И мужская фигура здесь вам будет в помощь. Ни в коем случае не останавливайтесь, тем более не останавливайтесь с завязанными глазами, с завязанными руками, когда вы не понимаете, что делать, когда вы можете там разругаться, да, поэмоционировать, включить обиду. Но здесь на самом деле вас могут как-то вот сторонние обстоятельства, сторонние люди выводить на эти эмоции, потому что изначально-то у вас посыл на май очень хороший, просто вот эти вот нештатные ситуации, они могут становиться такими внешними раздражителями, и вестись на вот эти вот провокации ни в коем случае не нужно. Нужно уметь посмотреть на все происходящее с другого ракурса, с другой стороны. Отдохните, попейте чая, даже вверх ногами. И обязательно все, что будет происходить с вами в мае, уважаемые раки, делайте с удовольствием, наслаждайтесь, проживайте качественно, кайфово, вот каждый момент. Обязательно поймите, ради чего вы сейчас это делаете. Ищите смысл в прошлом, связывайте его с настоящим и смотрите в будущее. Стройте планы на будущее, которые будут наполнять ваши паруса тем попутным ветром, который нужен вам для движения вперед. Вы самодостаточны, вы мудры, вы достойны лучшего, у вас обязательно все получится. Ну и, конечно же, рядом с вами есть люди, которые всегда готовы вас поддержать и дать вам почувствовать себя настоящими королевами. Благодарю всех за просмотр. Вот такой был у нас прогноз. Такой прогноз получился для раков на май. До встречи с вами в новых видео.